Представьте себе мир, где вера и искусство переплетаются, создавая уникальные судьбы и вдохновляющие истории. Сегодня мы откроем для вас тайные уголки турецкого кинематографа и расскажем о талантливых актерах и актрисах, которые, несмотря на культурные и религиозные традиции своей страны, выбрали христианство. Окунитесь в удивительный мир, где духовные убеждения сочетаются с актерским мастерством. Can Yaman, родившийся 8 ноября 1989 года в Стамбуле, Турция, завоевал сердце миллионов зрителей своим талантом и харизмой. С самого детства он был окружен творческой атмосферой, но не только актерское мастерство оказало влияние на его жизнь. Can вырос в христианской семье, где ему прививали не только любовь к искусству, но и важность духовных ценностей. Воспитанный как христианин, он глубоко уважает свою веру и стремится следовать ее принципам, несмотря на культурное разнообразие своей родины. Эта уникальная связь между его религиозными убеждениями и карьерой делает Джана не только популярным актером, но и интересной личностью, чья жизнь и взгляды вызывают восхищение. Как ему удается совмещать успешную карьеру в турецком шоу-бизнесе с верой, которая иногда может идти вразрез с общепринятыми нормами? Это тяжело, но актер справляется и держит баланс, живя в разных странах, кроме своей родины. Тукче Казас, родившаяся 26 августа 1982 года в Эдремите, Турция, выросла в мусульманской семье и стала известной моделью и актрисой. В 2001 году она завоевала титул «Мисс Турция», что открыло ей двери в мир шоу-бизнеса и моды. Вы будете поражены, узнав историю этой турецкой актрисы. В 2005 году Тукче вышла замуж и приняла православное христианство вслед за своим мужем. Это решение вызвало много вопросов и обсуждений, на которые она ответила: «Только Бог может судить меня». Однако спустя 3 года, в 2008 году, их брак распался. После развода Тукче вернулась к исламу, выразив сожаление по поводу своего предыдущего решения о смене религии. Она отметила, что прекратила употребление алкоголя, курение и ночную жизнь, стремясь к более духовному и здоровому образу жизни. С 2010 года и по сей день Тукче Казас активно выступает против ЛГБТ, став одной из ведущих общественных активисток в Турции, выражающих традиционные взгляды на семью и мораль. Ее история – это пример сложного пути самоопределения и поиска духовных ориентиров в современном мире. Ясемин Кайалин, родившаяся 10 июля 1989 года в Лондоне, Великобритания, является яркой представительницей турецкого кинематографа. Она выросла в семье, где ее мать, Соня Эдип, была известной турецкой актрисой, а отец имел британское происхождение. Благодаря своим родителям Ясемин с детства была погружена в две культуры и унаследовала лучшие черты обоих миров. Однако не только культурное наследие отличает Ясемин от многих ее коллег. Она воспитывалась в христианской вере, что делает ее одной из немногих турецких актрис-христианок. Это не просто формальная принадлежность, христианство играет значимую роль в ее жизни и мировоззрении. Ясемин открыто говорит о своей вере и духовных убеждениях, несмотря на то, что живет и работает в стране, где доминирует исламская религия. Алина Бос, родившаяся 14 июня 1998 года в Москве, Россия, талантливая турецкая актриса с русскими корнями. Она переехала в Турцию в раннем возрасте, где и началась ее карьера в мире кино и телевидения. Алина выросла в семье, где мать была русской православной христианкой, а отец – турко-мусульманином, что создало уникальное сочетание культур и религиозных традиций в ее жизни. Алина придерживается христианства,
и это духовное наследие оказывает влияние на ее мировоззрение и жизненные принципы. Она редко обсуждает свою религию публично, но ее христианская вера является важной частью ее личной идентичности. Алина часто подчеркивает важность веры и духовности в своей жизни, что помогает ей сохранять баланс между профессиональной деятельностью и личными убеждениями. Ее карьера быстро развивалась благодаря ее талантливой игре и естественной красоте, что позволило ей стать одной из самых популярных молодых актрис в Турции. Алина Босс известна своей скромностью и глубиной, которая часто проявляется в ее интервью и публичных выступлениях. Ее история – это пример того, как человек может интегрировать различные культурные и религиозные элементы в свою жизнь. Ева Дедова, родившаяся 22 февраля 1992 года в Алматы, Казахстан, турецкая актриса с русскими корнями, ставшая известной благодаря своим ролям в турецких сериалах. В раннем возрасте Ева переехала в Турцию, где начала свою актерскую карьеру. Ее уникальное происхождение и воспитание в христианской семье делают ее одним из редких примеров христианок среди турецких актрис. Семья Евы исповедует христианство, и это оказало большое влияние на ее мировоззрение и жизненные принципы. Несмотря на то, что Турция – страна с преобладанием мусульманского населения, Ева открыто говорит о своей вере и не скрывает своих христианских убеждений. Это требует определенной смелости и является свидетельством ее искренности и приверженности своим духовным ценностям. Ева Дедова стала известной благодаря своему таланту и многогранности, которые она демонстрирует на экране. Она часто выбирает роли, которые позволяют ей показать свою глубину и эмоциональную искренность. Ее христианские корни добавляют уникальный аспект к ее публичному образу и карьере, делая ее одной из самых интересных и многослойных актрис турецкого телевидения. Ева продолжает развиваться как актриса и как человек. Алара Базбей, родившаяся 4 декабря 1996 года в Стамбуле, Турция, молодая и талантливая турецкая актриса. Ее путь к славе был отмечен многими успешными проектами в кино и на телевидении. Особое место в ее жизни занимает христианская вера, которая отличает ее от большинства коллег в индустрии. Алара выросла в христианской семье, и ее религиозные убеждения оказали значительное влияние на формирование ее мировоззрения и жизненных принципов. Несмотря на то, что Турция – страна с доминирующей мусульманской культурой, Алара не стесняется говорить о своей вере и открыто делится своими духовными переживаниями. Она подчеркивает, что христианство играет важную роль в ее жизни, помогая ей сохранять внутренний баланс и устойчивость в сложных ситуациях. Ее карьера началась с ролей в различных телесериалах и фильмах, где она быстро завоевала популярность благодаря своему таланту и харизме. Джессика Мэй, родившаяся 5 декабря 1993 года в Паране, Бразилия, популярная турецкая актриса и модель, известная своим ярким талантом и экзотической красотой. Родившись в Бразилии, она выросла в христианской семье, что оказало влияние на ее духовное становление и мировоззрение. Джессика Мэй начала свою карьеру как модель, но вскоре ее заметили в Турции, где она получила возможность показать свой актерский талант. Переехав в Турцию, Джессика быстро стала одной из самых узнаваемых актрис благодаря своей уникальной внешности и актерскому мастерству. Несмотря на культурные различия, она всегда оставалась верной своей христианской вере, что выделяет ее среди коллег в турецкой индустрии развлечений. В интервью Джессика часто упоминает, что ее христианская вера помогает ей оставаться сильной и сосредоточенной в профессиональной жизни.
Она считает, что духовность играет важную роль в ее личностном росте и позволяет ей находить внутреннюю гармонию. Вильма Эллис, немецкая актриса и модель, родилась 18 октября 1986 года в Кольне, Германия. Свою карьеру она начала в Европе, но настоящую известность и популярность получила в Турции благодаря ролям в турецких телесериалах. Вильма быстро завоевала сердце зрителей благодаря своему таланту и профессионализму, что сделало ее одной из самых узнаваемых иностранных актрис в турецком кино и телевидении. Несмотря на свою западноевропейскую культуру и воспитание, Вильма Эллис приняла ислам после замужества с турецким предпринимателем Керемом Гөбüşем. Этот шаг был для нее осознанным выбором, а не просто формальным переходом. Вильма заявляла в интервью, что ее решение было продиктовано глубокими личными убеждениями и желанием сблизиться с культурой и религией ее супруга. Она отмечала, что ислам принес в ее жизнь новые духовные ценности и помог ей лучше понять и уважать традиции и обычаи ее новой семьи. Принятие ислама Вильмой Эллис стало темой широкого обсуждения в СМИ и общественности. Она открыто делится своими мыслями о вере и духовности, подчеркивая, что ее выбор был добровольным и продиктованным личными убеждениями. Вильма продолжает активно работать в турецкой индустрии развлечений, балансируя между своей карьерой и семейной жизнью, при этом сохраняя уважение к своим новым духовным корням. Ее история является интересным примером межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, показывая, как человек может интегрироваться в новую культурную среду, сохраняя при этом уважение к своим корням и традициям новой семьи.